Добрый день, приветствую вас на канале Эдгар Вайнтер. И сегодня мы будем разбирать таро-гороскоп на сентябрь месяц. И первое, кого мы рассмотрим, это у нас будут овны. Так, будем рассматривать следующие сферы. Это здоровье, финансы, отношения и дополнительно еще общую ситуацию в течение месяца посмотрим. Итак, давайте смотрим сферу здоровья у овнов. Что у них будет? Колесо фортуны. Восьмерка пентаклей. Дьявол. Так, чтобы видно было. Далее смотрим сферу финансов. Туз мечей. Двойка кубков. Туз посохов. Смотрим сферу отношений. Король посохов. Девятка посохов. И шестерка мечей. Ну, давайте поговорим о том, что у нас сейчас выложено. Итак, сфера здоровья. Ну, в общем, по здоровью у нас выпало колесо фортуны, восьмерка пентаклей, дьявол. Со здоровьем у нас намечаются явные сдвиги. Возможно, вы, овны, в сентябре месяце отправитесь куда-то на отдых, в санатории, на курорты, там, где вы сможете поправить здоровье. И восьмерка пентаклей нам явно говорит о том, что мы будем заняты вот каким-то процессом, который нам будет приносить там результат, необходимый нам. Как раз здесь мы можем и смело предположить, что все овны, которые отправятся на отдых, это дело нужное, это дело у вас явно получится, оно пройдет с пользой, но здесь у нас выпадает дьявол. Внимательно смотрите, то есть если вы отправитесь куда-то на отдых, то есть риск того, что вы будете излишествовать там, в переедании, с алкоголем многие, да, балуются. Если вы сейчас находитесь на излечении, то будьте бдительны, то есть вы пойдете, скорее всего, на поправку, да, процесс будет запущен, процесс будет протекать хорошо, но есть риск того, что вы нарушите, собственно, сам процесс лечения. Если же у вас со здоровьем все в порядке, то карты рекомендуют вам в сентябре месяце заняться его укреплением, больше двигаться, но слишком тоже себя не загоняйте. То есть, если вы выбираете спортзал, то это умеренные тренировки, не нужно гоняться сразу же за какими-то результатами, не нужно как-то пытаться себя сильно нагрузить. Всего в меру это полезно, в меру полезен алкоголь, в меру полезна еда вкусная, да, в меру даже полезны тортики, в меру полезны тренировки. Далее мы смотрим сферу денежную. В деньгах у вас овны сентябрь месяц очень даже благоприятствует. Какие-то ваши смелые начинания, они будут неплохо начаты. У вас сотрудничество, партнерство. Если это бизнес, то у вас явно наладится какой-то хороший бизнес-партнер. Если это обычные трудовые отношения, то здесь
скорее всего, будет какой-то союз между коллегой и вами, который принесет результаты. В плане денег, работы очень благоприятный период сентябрь для овнов, поэтому самые смелые какие-то свои начинания я советую вам именно запустить в сентябре. Получится результат, который вы непременно ожидаете. Что же касательно отношений. Вот с отношениями Овна, видимо, не все получится. Я бы сказал, даже не получится. Вот все-таки сентябрь – это больше про работу для вас. Здесь мы видим короля посохов, девятку посохов, шестерку мечей. Следовательно, что мы можем здесь сказать? Какие-то отношения, которые могут стремительно начаться, могут принести вам результаты, которые вам явно не понравятся. В результате вы от этих отношений постараетесь уйти. Вот эта вот стремительность, она в сентябре для вас, Овны, крайне нежелательна. Поэтому, если даже вы встретили человека, который для вас действительно кажется вот частичкой вашего мира, то я советую быть поаккуратнее, не спешить, не гнаться, не пытаться там узнать человека быстро и сразу, не пытаться зайти как-то там далеко в отношениях. Это явно должна быть какая-то такая аккуратность в отношениях, потому что вот как раз излишняя спешка, она может именно выйти вам боком. Что же касательно в целом сентября, как он для вас пройдет во всех сферах, что вы по итогу в сентябре будете думать, давайте посмотрим, как пройдет весь сентябрь для вас, какие будут эмоции. Что же у нас здесь получается? У нас получается туз кубков, рыцарь кубков и верховная жрица. В целом месяц для вас сентябрь, он будет богат на эмоции, богат на какие-то доходы, да, здесь у нас полная чаша, из нее прям вот через край аж идет, это очень-очень-очень хорошо для вас. То есть и мы не ограничиваемся здесь тузом, у нас далее рыцарь тоже с чашей, рыцарь куда-то двинулся в новые земли, да, видим мы река, рыцарь идет куда-то дальше, вот сейчас перешагнет через реку, которая является некой такой границей, да, и вот как раз дальше его ждут его такие рыцарские приключения. И, собственно, верховная жрица, она по факту повелительница. Верховная жрица, вот как раз если мы говорим про отношения, вот верховная жрица, про отношения и работу, верховная жрица вот как раз явно показывает. Так как она все-таки больше такой работник храма, да, тот, кто должен отсечь мирское и больше все-таки отдаться служению, вот верховная жрица это как раз тот, кто все контролирует, имеет власть над всем, но вот с личной жизнью как раз не очень. Поэтому, Овны, еще раз, месяц благоприятный для отдыха, благоприятный для укрепления здоровья, главное без излишеств. В плане работы, в плане доходов, это действительно ваш месяц, и самое смелое начинание следует все-таки делать в сентябре. В плане отношений все-таки будьте очень аккуратны, не спешите, если они вам очень нужны, но в целом это не совсем ваш месяц, и в отношениях будет такая ситуация, возможно, не очень хорошая, поэтому если вдруг вы люди семейные и что-то будет происходить в вашей семье с вашей второй половинкой, не обязательно, да, это будет ваша супруга, это может быть ваш партнер, с которым вы уже давно. Если у вас будут какие-то
движение происходить в отношениях, посмотрите внимательно, не спешите. Если это будет ссора, не спешите куда-то уходить, потому что вот она, 6 мечей, это как раз близко к тому, что вы можете разойтись. Но в принципе, с другой стороны, у вас в отношениях, если есть какое-то уже зерно раздора, то, скорее всего, это зерно выплывет как раз в этом месяце. Будет ругань, будет уход. Как раз примите решение к тому, что уйти. Вот на этом все. Овны, спасибо за то, что посмотрели. Спасибо за то, что смотрите мои прогнозы. В общем, просьба у меня одна. По-прежнему подписывайтесь на мой канал, ставьте пальцы вверх, делитесь видео. Хотелось бы, если действительно видео хорошее, быть полезным как много большему количеству людей. Спасибо, овны, всего хорошего. Месяц явно ваш.